Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре BusyBar. Это вот такое устройство с цветным LED-экраном, которое призвано помочь избавиться от отвлекающих факторов, когда вы сосредоточенно что-то делаете. Чем именно BusyBar может помочь? Во-первых, отображая сообщения для окружающих людей о том, что вы заняты. Во-вторых, блокируя уведомления на мобильном телефоне благодаря работе в паре с мобильным приложением. И в-третьих, BusyBar может управлять девайсами умного дома, создавая вокруг вас рабочую атмосферу. Сегодня в этом обзоре посмотрим на это устройство детально, опробуем его API, позволяющий выводить кастомные сообщения и графику, а также, конечно же, разберем его и посмотрим, как устройство устроено внутри. Сегодня у меня в руках тестовый образец, который находится на одной из промежуточных стадий от прототипа к серийному производству. Поэтому у него отличается цвет корпуса, отсутствует текстура, хлипкая кнопка и еще много мелких отличий от финального образца. Тем не менее, концептуально устройство уже не изменится. Останется такой дизайн, этот дисплей и органы управления. В этот раз я снимаю этот ролик в качестве сотрудника компании Flipper Devices, которая и разработала этот продукт. Поэтому я смогу раскрыть некоторые технические особенности, которых нет сейчас нигде в публичном пространстве. Вот так BusyBar выглядит вблизи. Ширина корпуса 17 см, высота 5,5 см и глубина 4 см. Весит он примерно 250 грамм и ощущается он увесистее и плотнее, чем кажется по фото и видео. Спереди у него располагается основной экран. Это полноцветная светодиодная матрица с разрешением 72 на 16 пикселей. Сверху вот здесь располагается окошко датчика освещенности. Он используется для автоматической регулировки яркости этого экрана. Углы обзора у экрана хорошие, хотя яркость немного снижается, когда смотришь на экран под углом. Также, если всматриваться в пиксели, видно RGB составляющие пикселей. Однако уже с расстояния в 30-40 см это перестаешь замечать. В выключенном состоянии пиксели на экране не видны. Немного заметны вот здесь и вот здесь защелки, но это тоже особенность тестовой версии. Сзади располагается еще один небольшой OLED-дисплей с разрешением 160 на 80 пикселей с 16 градациями серого. Этот экран позволяет отвернуть устройство от себя основным экраном и при этом видеть на маленьком экране текущую фазу таймера, оставшееся время и прочую информацию. Яркость этого экрана тоже регулируется по показаниям датчика, который расположен впереди. На задней крышке BusyBar расположены инструкции. В левой части описано то, как подключиться к нему по USB. При этом устройство определится как виртуальный сетевой адаптер. И в этой локальной сети к нему можно будет получить доступ по вот этому IP-адресу, к его веб-серверу. Ну а справа располагается инструкция о том, как скачать мобильное приложение. Интересно, что форма корпуса немного наклоняет оба дисплея вверх, когда устройство лежит на столе, для того, чтобы их было лучше видно. Передний дисплей наклоняется за счет формы устройства, вот в этой части мы имеем трапециидальную форму. Ну а задний дисплей наклонен за счет вот этой криволинейной поверхности задней крышки. На левой стороне корпуса располагается динамик, через который BusyBar воспроизводит звуки уведомлений. Справа только инструкция по креплению BusyBar на монитор. Все элементы управления расположены сверху. Они специально сделаны крупными и тактильно легко различимыми. В режиме Busy запускается основной фокус-таймер. В режиме Custom – дополнительный пользовательский таймер. Здесь идея заключается в том, чтобы пользователь мог настроить два отдельных таймера для каких-то двух жизненных ситуаций и иметь быстрый доступ к этим таймерам при помощи переключения вот этого переключателя вот в эти два положения – Busy и Custom. Отдельное положение Off переводит устройство в глубокий сон, но с активным подключением по Wi-Fi и возможностью пробудить устройство по сети. В положении переключателя Apps BusyBar выводит список приложений, среди которых могут быть часы, счетчики подписчиков и прочие полезные приложения. Ну и в положении переключателя Settings доступно меню с настройками устройства. В середине располагается кнопка Start Pause, по нажатию на которую активируется фокус-таймер. Повторное нажатие ставит этот таймер на паузу. Также эта кнопка может использоваться везде в меню для подтверждения действий. Ручка энкодера нужна для пролистывания меню и регулировки времени таймера. Нажатие на энкодер подтверждает действие в меню и используется для перехода к следующей фазе таймера. Вот сейчас мы переходим между фазами Busy и Rest. Кнопка Back используется для возврата к предыдущему уровню меню.
Снизу расположен единственный разъем, это Type-C порт для зарядки встроенного аккумулятора, а также для подключения к компьютеру. Также внизу мы видим выдвигающийся упор для крепления безибара на мониторе. Внутренние поверхности имеют прорезиненные вставки, чтобы устройство не царапало поверхность монитора. Я пробовал закрепить безибар на мониторе с толщиной верхней части в 24 мм. Держится безибар хорошо, но на более толстый монитор, вероятно, закрепить его уже не получится. Также я пробовал закрепить его на крышке ноутбука с толщиной в 6 мм. Безибар держится, не падает, но вот только я обычно открываю крышку ноутбука градусов на 110-120, и в этом случае безибар смотрит под углом вниз. Это выглядит не очень, и я думаю, что способ крепления на крышку ноутбука не будет популярным. Помимо крепления на монитор, безибар можно просто поставить на стол экраном к себе, либо от себя. И есть еще третий способ крепления при помощи специального кронштейна вот такого. Сначала кронштейн крепится к поверхности, это может быть стена или дверь. Крепить можно этот кронштейн при помощи саморезов, дюбель-гвоздей или двухстороннего скотча. После того, как он закреплен, безибар просто устанавливается вот таким вот образом. При этом ушки на кронштейне заходят в прямоугольное отверстие в задней крышке устройства. Вот так это выглядит. И снизу еще можно дополнительно зафиксировать устройство на кронштейне при помощи маленького самореза. Еще одна интересная особенность заключается в том, как можно вывести подключенный к устройству USB-C кабель. Вот я подключаю его к разъему, и теперь кабель можно вывести в бок, уложив его вот в этот желобок. И закрываем упор для крепления на монитор. То же самое можно сделать и на другую сторону. Заворачиваем кабель и укладываем в желобок на другой стороне. Либо можно кабель вывести назад. Есть вот такая прорезь в корпусе, которая позволяет это сделать, если устройство лежит на столе. И если устройство закреплено на мониторе, то кабель можно аккуратно спустить вот с этой стороны по монитору и вниз. Во всех случаях разъем не виден, и кабель выводится наружу достаточно аккуратным образом. Давайте посмотрим на работу режима Busy. Это интервальный фокус-таймер, реализующий технику помодоро. Это когда вы делите одну большую работу на чередующиеся интервалы или фазы работы и отдыха. Для перехода в режим Busy переводим переключатель в соответствующее положение и попадаем вот в такой интерфейс. Здесь мы можем стартовать таймер нажатием на энкодер, либо на центральную кнопку «Старт». Либо можем настроить параметры этого таймера. Заходим в настройку интервалов. Вот они, длительности фаз работы, отдыха и количество таких повторяющихся циклов работы и отдыха. Параметр автостарт, если он включен, приводит к автоматическому переходу между фазами. Если же он выключен, то вам придется подтверждать каждый переход нажатием на центральную кнопку. И параметр Fast Mode – это отладочный параметр, который ускоряет время. Его в дальнейшем не будет в финальной версии, он сейчас нужен для отладки анимаций. Также можно будет выбрать тему. Тема – это, по сути, то сообщение, которое будет выводиться на экран, пока тикает таймер. Сейчас это Busy, но в дальнейшем можно будет и выбрать, пока это не реализовано. Ну и давайте посмотрим, как все работает. Заходим в таймер. BusyBar нам сообщает, какие интервалы у нас выбраны для работы и отдыха. Можем здесь при помощи энкодера изменить длительность текущей фазы, как увеличить, так и уменьшить. Также мы можем поставить счет времени на паузу центральной кнопкой и снять с паузы таким же образом. И можем нажатием на энкодер перейти к следующей фазе сразу же, не дожидаясь истечения времени. То есть пропускаем текущую фазу, переходим в состояние REST. Снова пропускаем, пропускаем. И когда 3 цикла завершаются, BusyBar сообщает нам наш прогресс и воспроизводит такую поздравительную анимацию. Как видите, достаточно простая функция, но просто хорошо отлаженная и красиво нарисованная. В дальнейшем при переходе в фазу Busy можно будет активировать сценарии системы умного дома, а также блокировать уведомления на ваших мобильных устройствах благодаря мобильному приложению, которое сейчас и посмотрим. Несмотря на то, что мобильное приложение пока не умеет взаимодействовать с BusyBar, оно само по себе уже достаточно полезно.
Оно называется Busy, оно бесплатное, доступно для Android и iOS, для телефонов и смарт-часов. Давайте запустим приложение. Здесь мы можем выбрать один из 3 предустановленных таймеров, можем настроить его под себя. Здесь можно выбрать тему. Это просто анимация, которая будет воспроизводиться на экране, когда будет идти время. Можем выбрать тип таймера, обычный, просто на интервал времени, либо интервальный, который будет чередовать фазы работы и отдыха. Все те же самые настройки, что мы видели на BusyBar. Можно настроить интервал, количество циклов, тот же самый параметр автостарт. И здесь еще мы можем выбрать категории приложений, которые будут заблокированы, когда мы будем находиться в фазе работы. Можем включить-выключить уведомления и щелкающий звук в такт с временем. Давайте стартанем. Вот так выглядит приложение на часах. Как видите, таймеры синхронизируются. Мы можем управлять таймером как с часов, так и с телефона. Я могу пропустить текущую фазу. Вот это одинаково работает на часах и на телефоне. И давайте посмотрим, заблокировались ли приложения. Я выбирал социальные сети и игры. Вот они все заблокированы. Причем не только уведомления от этих приложений заблокированы, но и сами приложения. Если я пытаюсь открыть какое-нибудь из заблокированных приложений, то получаю вот такой экран. Вот этот счетчик показывает количество моих попыток открыть это приложение в течение фазы работы. Теперь давайте посмотрим на HTTP API BusyBar, который позволяет выводить на его экран кастомные сообщения, графику и анимации. Мы будем использовать подключение по USB, и, как я уже говорил ранее, при этом BusyBar определяется системой как USB-сетевая карта. Теперь давайте откроем документацию на API, которая хостится прямо на самом устройстве. То есть сейчас у нас есть локалка на 2 устройства, в которой у BusyBar статический IP-адрес, который написан прямо на корпусе устройства. То есть я в браузере просто ввожу этот IP-адрес 10.0420/docs. И вот он веб-интерфейс, в котором мы видим все запросы, которые можно отправлять BusyBar, и он обязан их выполнять. Мы сегодня не будем разбирать каждый из запросов, потому что сейчас вот этот перечень, он постоянно меняется. Буквально каждую неделю из-за того, что активная фаза разработки идет, API тоже меняется. Но нас все равно будут интересовать 2, наверное, самых популярных вида запроса. Это пост-запрос assets upload и еще один пост-запрос display draw. Первый нужен, чтобы загрузить в BusyBar иллюстрацию через HTTP API, а второй нужен, чтобы отобразить один или несколько элементов на дисплее. Просто одной командой мы можем отправить несколько текстовых записей и можем отправить иллюстрацию или несколько иллюстраций. И мы даже можем через вот этот интерфейс не только просмотреть список параметров, которые нужно отправить с командой, какой будет ответ, коды ответа возможные. Мы можем даже протестировать сами эти команды. Вот, например, давайте откроем Display Draw. Здесь мы видим пример запроса, где отправляются в BusyBar 2 элемента. Один из них выводит текст Hello World с восклицательным знаком, второй отображает заранее загруженную в BusyBar картинку Data PNG. И мы можем нажать здесь кнопку Try it out. Можем отредактировать этот запрос. Мне как раз хочется удалить отсюда иллюстрацию, поскольку я ее не загружал в BusyBar. Я хочу просто вывести текст. И нажимаем кнопку Execute. И, как видите, BusyBar выполняет эту команду Hello World у нас с вами на экране. Ну и чтобы было поинтереснее, давайте попробуем решить какую-нибудь полезную прикладную задачу. У меня есть одна такая на примете. Давайте откроем сайт BusyBar и пролистаем его до иллюстрации, где его подключают к роутеру. Ну, то есть, что здесь происходит? BusyBar подключен по USB к роутеру, и роутер отправляет на экран BusyBar скорости какого-то из сетевых интерфейсов роутера. И мы, я думаю, сможем полностью воспроизвести этот кейс, причем нам даже не понадобится писать код. Мы попросим помочь какой-нибудь из AI-помощников, ChatGPT, например. Откроем ChatGPT и напишем ему первый запрос. Во-первых, нам нужно как-то объяснить ему, как вообще общаться с устройством и вообще, что мы будем делать. Чтобы объяснить, как общаться, давайте возьмем кусочек из документации на API. Вот этот пример отсюда скопируем. Отдадим его чату GPT и напишем небольшой текст сопровождающий.
Вот запрос к девайсу по HTTP на endpoint такой-то, я скопировал его из документации на API. Дальше пример тела запроса, тоже взял его из документации. И в конце я прошу ChatGPT написать скрипт, который будет выводить на экран девайса интерфейс, как на фото, которое я прикрепляю к запросу. И просто прикрепил фото, взятое с сайта. Ну что, я уже вижу, что скрипт похож на правду. Единственное, есть пара недочетов, которые хочется тоже сразу же средствами чата GPT устранить, чтобы не править код. Во-первых, чат GPT не подставил IP-адрес, он его просто не знает. Давайте ему подскажем. И он использовал координаты на экране дисплея, явно не понимая, какое разрешение у дисплея BusyBar. Давайте тоже это ему подскажем. То есть в запросе я так и пишу IP-адрес девайса 10.04.20 и разрешение экрана 72 на 16 пикселей. Ну что, этот скрипт уже похож на то, что можно реально запустить. Давайте скопируем его из чата GPT и вставим в файл. И запустим при помощи Python. Получили мы ошибку, которую вернул BusyBar, и я даже догадываюсь, в чем тут проблема. В текстовых надписях BusyBar пока не поддерживает полноценный Unicode в текущей прошивке, поэтому вот эти символы со стрелочкой вверх и вниз, они мешают. Просто их пока уберем и повторяем. Ну вот теперь мы видим уже похожий интерфейс на то, что мы видели на иллюстрации на сайте. Единственное, что это пока статический интерфейс. Давайте попросим ChatGPT выводить реальные скорости сетевого интерфейса, ну скажем, раз в секунду. Я пишу ему: сделай так, чтобы выводились реальные скорости сетевого интерфейса раз в секунду. Мы получили скрипт, который реально выглядит как рабочий. Причем ChatGPT даже подсказывает, что он для того, чтобы извлечь скорости сетевого интерфейса, использует дополнительный модуль питоновский, который называется PSUtil. Подсказывает, как его установить. Но у меня он уже установлен, поэтому просто копируем код и пробуем. Все, можем запускать. Так, ну пока похоже на правду. Давайте протестируем. Откроем, например, speed-тест и запустим его, посмотрим, похожи ли цифры, выводимые на экран, на то, что мы видим в speed-тесте. 500-600 мегабит. Похоже, по крайней мере, скорость скачивания похожа. Ну, то есть уже полезный скрипт мы с вами получаем. Единственное, что мне не нравится, точнее, что является отличием, это то, что ChatGPT выводит скорости с десятичными знаками. Давайте попросим его убрать их. Выводи скорости без десятичных знаков. Ну что, пробуем. Сначала остановить нужно выполнение предыдущей версии скрипта. Вот, запускаем. И теперь видим значение уже без десятичных знаков. Нам осталось внести одну маленькую деталь. В левой части сейчас у нас белый текст, который отличается от того, что было на сайте. Нам нужны вот такие цветные плашки, зеленую и синюю. У меня есть заготовленная иллюстрация для этого. Мы ее просто скормим чату GPT. Единственное, что надо чату GPT снова объяснить, как картинку загрузить на устройство. То есть какой запрос API нужно для этого использовать. Он пока его не знает. И знаете, как мы поступим? Давайте в качестве примера для чата GPT, чтобы не перечислять вот эти все параметры запроса, вставим ему пример в другом виде. Если мы с вами нажмем на Try it out и загрузим какую-нибудь иллюстрацию, нажмем Execute, и мы здесь видим прямо в документации пример curl запроса, то есть при помощи утилиты curl. Я прошу чат GPT вывести в левой части экрана девайса изображение, прикрепляю его и даю пример использования утилиты curl для загрузки изображений на девайс. И сразу же пробуем. Копируем снова скрипт, вставляем. Блин, не сработало. Давайте бегло посмотрим на скрипт. Я не вижу здесь загрузки картинки. Похоже, что чат GPT неправильно меня понял. Он предлагает сначала при помощи утилиты curl загрузить картинку, а потом запустить скрипт. А я хочу, чтобы сам скрипт это сделал. Давайте скорректируем запрос.
Я пишу ему: добавь код загрузки картинки в скрипт перед выводом скоростей на экран. Пробуем. Копируем снова скрипт и запускаем. О! Ну что, как видите, картинку смог ChatGPT загрузить корректно, и выглядит все очень похоже на то, что мы с вами видели на сайте, реально. Ну и в спидтесте все по-прежнему работает. Скрипт, который я сейчас продемонстрировал на ноутбуке, будет также работать и на многих роутерах под управлением Linux, на которые можно установить Python. Поскольку даже при подключении по USB мы используем сетевые протоколы, для отладки взаимодействия с BusyBar можно использовать стандартные общепринятые утилиты для захвата и анализа сетевого трафика, например, Wireshark. Возможность отправлять HTTP-запросы есть во многих современных системах умного дома, если не во всех. Кроме того, BusyBar скоро получит возможность интеграции с системами умного дома по протоколу Matter. А еще планируется сделать нативную интеграцию с Home Assistant. Настало время разобрать BusyBar и посмотреть, как он устроен внутри. Разборка начинается с отклеивания задней крышки. Вот эта деталь сама по себе довольно интересно изготовлена. Как видите, сзади мы можем видеть отпечаток от надписей. Все потому, что она изготавливается следующим образом. Берется сначала черная пленка с белыми надписями, она помещается в форму для литья пластика и туда заливается прозрачный пластик. То есть фактически вот эти надписи, они не на поверхности, а под слоем пластика. После снятия крышки мы получаем доступ к 4 саморезам вот этим. Сейчас их откручиваем и еще 5-й саморез снизу. Следующим этапом нужно извлечь из корпуса устройства дисплейную сборку. Она сейчас держится на 2 защелках где-то вот в этой части. И я специально не стал выкручивать до конца вот эти 4 самореза, потому что я могу на них давить, и это будет выталкивать дисплейную сборку наружу. Защелки освобождены, теперь осталось выкрутить все 4 самореза, и дисплейный блок выпадет из корпуса. Все это время устройство было запитано, и сейчас, чтобы его обесточить, отключаем батарейку. На разъеме батареи есть защелка. Здесь используется батарея формата 18650 и емкость у нее 3350 мАч. Теперь отключаем шлейф дисплейной сборки от платы. Резиновую подушку батарейки тоже извлекаем из корпуса. Теперь можем извлечь из корпуса вот эту основную плату. Для этого нужно открутить 3 самореза. Один вот здесь, второй здесь, третий здесь. И отсоединить разъем вот этого шлейфа. Также нужно будет отключить OLED-дисплей. Теперь снимаем накладки органов управления. Все 3 нужно просто потянуть вверх. Вот эти накладки, они являются двухцветными. То есть это не покраска, это именно другой цвет пластика. Изготавливаются они таким образом. В пресс-форму сначала заливается один пластик, потом часть пресс-формы заменяется на другую и доливается пластик другого цвета. Получается, в отличие от покраски, очень надежное нанесение цветных полосок. Теперь можем извлечь динамик. Динамик имеет вот такую маркировку, и звук он выводит через вот эти 2 отверстия. Теперь снимаем блок с элементами управления. Для этого слегка пальцем давим на энкодер и освобождаем крючком защелки 1, 2, 3, 4. Теперь можем убрать световоды статусных индикаторов. Под ними мы с вами видим 3 RGB светодиода. Убираем накладку, точнее толкатель кнопки Back. И теперь, чтобы извлечь плату, отгибаем защелки по периметру. Вот так выглядит шасси этой платы и так сама плата. Дисплейный блок выглядит следующим образом, и чтобы нам его разобрать, нужно отогнуть защелки. 3 с одной стороны и 3 с противоположной стороны.
Пожалуй, это самая интересная часть во всем устройстве. И что мы здесь видим внутри? Ну, это элемент корпуса, дальше печатная плата. Сверху на ней закреплен световод датчика освещенности. Вот так выглядит плата с матрицей светодиодов. Ну и накрывает плату со светодиодами сначала вот такая пластиковая деталь с сеткой. Это просто разделители такие, которые не пропускают свет от одного светодиода в область, где стоит соседний. И рассеиватель в виде вот такой пленки. И последний слой – это затемненное стекло. Вот такой прозрачности. Упор снизу для крепления устройства на монитор имеет одну интересную особенность. Вообще он крепится к корпусу при помощи выступов в нем и отверстий в корпусе, вот здесь и здесь. Но это дает ему свободно открываться и закрываться. Но он открывается и закрывается с усилием. Так вот, здесь есть вот такие черные детали из полипропилена. И когда мы открываем или закрываем упор, здесь есть металлический штырь, который поворачивается вместе с упором, и он скользит в полипропиленовой детали. И эта деталь создает необходимое сопротивление вот этому действию – открывания и закрывания упора. В целом, по процессу разборки устройства могу сказать, что в устройстве довольно много мелких деталей и много защелок, которые легко сломать. Так что процесс разборки не могу назвать легким. Вот так выглядит дисплейная плата. На ней расположены 1152 RGB светодиода и сверху располагается датчик освещенности. На обратной стороне платы куча микросхем и пока непонятно, как это все управляется. На самом деле эта матрица разделена на 3 одинаковых по схематике секции. Размерами 24 на 16 пикселей. То есть примерно треть экрана берем, это вот один сектор. И управляется он 3 микросхемами ICDN2153. Это относительно продвинутые LED-драйверы с шим-модуляцией на выходах. Примерно такие же используются в больших взрослых экранах светодиодных. И еще 3 микросхемы, вот эти. Это ICN2012. Это дешифраторы из 3 бит 8 с мощными выходами. То есть на их входы подаются 3 дискретных состояния, какая-то комбинация, и один из 8 выходов активируется. То есть 3 дешифратора дают нам возможность иметь 24 выхода, один из которых может быть активен. На самом деле в каждый момент времени горит только одна 24-я часть светодиодов. То есть представьте, что в секторе 24 на 16 в каждый момент времени горит только одна вертикальная полоска из 16 светодиодов. Сначала первая, вторая, третья и так далее по циклу, потом снова первая начинается. И за вот это переключение групп светодиодов отвечают вот эти 3 дешифратора, которые я упомянул ранее. У них 24 выхода, и они могут одну из групп светодиодов из 24 включать. По-другому еще это называют сканирование 1 к 24. А за состояние этих 16 светодиодов отвечают вот эти 3 светодиодных драйвера. Их здесь неспроста 3. Дело в том, что при пропускании одинакового тока через светодиоды разного цвета мы получаем разное свечение, разный уровень свечения. И чтобы это скомпенсировать, здесь рядом с каждым светодиодным драйвером есть специальный резистор, который и задает ток через сегменты именно определенного цвета – красного, зеленого и синего. Итак, мы с вами разобрались, как управляется светодиодная матрица 2 рядами вот этих вот микросхем. Но у нас на плате есть еще 2, пока непонятные. Дело в том, что сигналы управления на эту плату приходят вот с этого разъема от микроконтроллера, и они 3 и 3 вольтовые. В то время как светодиодные драйверы, они питаются от большего напряжения. И для того, чтобы преобразовать логические уровни, здесь стоит вот эта микросхема NH245. Ну а вот эта микросхема – это просто сдвиговый регистр. Он нужен просто для того, чтобы экономить ноги микроконтроллера. И его сигналы используются для управления дешифраторами. Это относительно медленный процесс в этой системе, так что здесь использование сдвигового регистра оправдано. Следующая плата содержит органы управления, и она полностью пассивная, то есть здесь нет ни одной микросхемы. Слева здесь расположен 9-позиционный переключатель, и он на самом деле вращается на 360 градусов. Но если вспомните, на устройстве переключатель имеет только 5 положений. Так вот, интересная деталь заключается в том, что ограничение реализовано элементами корпуса, выступом на ручке переключателя и вот этим элементом на корпусе. В середине расположена кнопка. Примерно такие же мы можем встретить в компьютерных клавиатурах. У нее прозрачная верхняя часть, через которую видно, как замыкаются контакты.
Справа расположен энкодер, в принципе, стандартный компонент, и тактовая кнопка, которая реализует функцию back. И есть еще на плате по 3 RGB светодиода вот здесь, которые подсвечивают через световод полоски на верхней части устройства. Это статусные индикаторы. Они здесь управляются синхронно, все вместе. Ну и последняя плата в этом устройстве, она же основная. Здесь расположены сразу два микроконтроллера. Один прикладной и один отвечает за радиочасть, и он скрыт от нас под экраном. Давайте его снимем. Под экраном располагается микроконтроллер от компании SeaLabs, который отвечает за работу Wi-Fi 6 и Bluetooth Low Energy. Также он обрабатывает события от физических элементов управления, переключателей и кнопок. Прикладной микроконтроллер от компании ST. Он выводит интерфейс на оба экрана, в том числе с помощью хитрой связки периферии и таймеров формирует протокол управления LED-драйверами. Также он реализует обмен по USB и выводит звук на динамик, ну и в целом управляет всем устройством. Вот эта микросхема – это контроллер заряда аккумулятора BQ25798. На нее напряжение приходит с USB-C порта. Это не обязательно 5 вольт, может быть и больше, потому что микроконтроллер STM договаривается с блоком питания по протоколу Power Delivery о напряжении, которое нужно безибару для зарядки аккумулятора и работы. Также на плате есть несколько импульсных и линейных DC-DC преобразователей, которые обеспечивают питание всех микросхем 3 и 3 вольтовых, а также отдельно дисплея. Вот этот чип рядом с микроконтроллером STM – это микросхема NS4168. Это ЦАП с интерфейсом I2S и со встроенным усилителем 2,5 ваттным класса D, который используется для вывода звука на динамик. И на обратной стороне платы вот эта большая микросхема – это eMMC флеш-память на 8 гигабайт от производителя ForSC. В этом разделе я хочу немного показать закулисье процесса разработки этого устройства, а именно отладочные инструменты. И первый из них – это вот такая плата. По сути, это пассивный переходник, который имеет пого-пины снизу, подпружиненные контакты, которыми эта плата подключается к плате с элементами управления. Вот таким образом электрические соединения обеспечиваются пого-пинами, и есть еще два отверстия под винты, и на плате вот на этой есть запаянные гайки, куда можно вкрутить винты. Таким образом, закрепив одну плату над другой. Что эта плата вообще делает? Она, по сути, выводит отладочные интерфейсы от обоих микроконтроллеров устройства наружу на удобные гребенки с шагом 2,54 мм. То есть на них есть отладочный интерфейс SVD и UART для каждого из микроконтроллеров. Один разъем для одного, второй для другого. Также здесь располагаются две кнопки для сброса микроконтроллеров. И вот эта центральная кнопка служит для перевода в режим boot микроконтроллера от SeaLabs. Также есть индикаторы светодиодные, которыми можно отслеживать активность на интерфейсах на отладочном и на UART. И еще одна интересная особенность, связанная вот с этой платой-переходником, заключается в том, что ее можно установить и на полностью собранное устройство. Единственное, что надо сделать, это снять накладку центральной кнопки. И как видите, форма этой платы переходника, она полностью соответствует вырезу в корпусе, позволяя присоединить ее и закрепить на собранном устройстве, подключить сюда отладчики, UART подключить и ввести внутрисхемную полноценную отладку двух микроконтроллеров на полностью собранном устройстве. Ну и еще один отладочный инструмент, который сегодня хочу показать. Мы его называем Developer Kit. И давайте посмотрим, как он устроен. Были взяты обычные платы от текущей аппаратной версии устройства. И они сзади соединены гибкими шлейфами. Точно так же, как они соединены в устройстве, но шлейфы более длинные, чтобы можно было, в принципе, такую конструкцию в одной плоскости разместить. Подключен аккумулятор, все как в настоящем устройстве. Можно подключить USB-порт, тоже специальный вырез сделан. То есть эта платформа позволяет полноценно вести отладку прошивки. И чем она еще удобна? Во-первых, тем, что у разработчика есть доступ к обеим сторонам всех плат, ко всем сигналам, ко всем тестовым площадкам. И второе, разработчик может видеть интерфейс, выводимый сразу на оба экрана одновременно.
Ну что ж, вот такой девайс сегодня был у меня на обзоре. Как видите, внутри он устроен гораздо сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Пишите, что вы думаете в комментариях, понравилось, не понравилось. Как обычно, все ссылки будут в описании к ролику. На этом у меня все. Всем удачи и успехов. Пока.